Всем привет! Если вы помните, в прошлом выпуске мы рассказали вам историю о том, как нашли под балконом брошенного котенка, принесли домой и пробовали его самостоятельно вырастить. И вот наконец-то подъехала вторая часть. Приятного просмотра! Наступила осень, а следом за ней стали потихонечку приходить холода. Сонечка очень любит смотреть в окошко и наблюдать за тем, как желтеют деревья и постепенно осыпают листву. Как вы видите, мы уже стали значительно крупнее, а наш возраст уже считается в месяцах. В процессе взросления у Сони менялся цвет шерсти. Глазки постепенно становились оранжевыми, а чуть позже стали приобретать ярко-желтый цвет. Поскольку мы стали старше, наши дни теперь состоят из одной и той же программы. Сон, принятие пищи, туалет, а потом игры. Особенно игры в 5 утра, наш самый любимый пункт. С приходом холодов мы решили купить Соне теплый домик. И тут мы не прогадали. Домик ей настолько понравился, что она не только спала в нем, но и даже тащила туда свои игрушки. Играла там и практически не выходила, особенно первое время. Кстати, об играх. Мы всегда покупали ей в магазине разные игрушки, но в какой-то момент поняли, что это все бессмысленно. Она почему-то больше любит всякие подручные штуки и с удовольствием с ними играет. Например, какая-то ерунда, оторванная от окна. Пилочка для ногтей. Смотрите. Шелестящий фантик от конфет или скомканная бумажка. И самая любимая с детства вещь – тот самый воротничок, который мы не раз упоминали в своих видео. Помните, как она любила в нем спать, когда была еще совсем маленькая? Время идет, ценности остаются прежними. Недавно мы обратили внимание, что Соня где-то потеряла свой единственный белый усик. Многие из вас помнят его по нашим прошлым видео, и вот, теперь его нет. Соня больше не Белоусов. Кстати, у Сони есть забавная привычка спать на животе, вытянув задние и передние лапки. Мы много раз такое наблюдали. Может, кто-то из вас знает, с чем это может быть связано, или ей и правда просто так удобно. Да и вообще, она любит во всяких странных позах спать.
Лично я безумно люблю наблюдать, как она моргает. Правда, она мило это делает? Сонечка очень любит приносить бумажку. Мы забрасываем ее куда-нибудь далеко, она бежит за ней, а потом приносит ее обратно. Иногда даже кладет прямо в руку. Мы можем так часами играть, но самое интересное, что Соня сама начинает эту игру. Просто приносит бумажку на диван и ждет, пока мы ее куда-нибудь закинем, чтобы снова нам ее принести. Решила с другой стороны обойти. Бывало, даже мы специально бросали на пол фантики или обертки от конфет, и она приносила их нам обратно. Мол, нечего мусорить. Но в процессе этой игры мы не раз замечали одну странную и непонятную нам особенность. Спустя несколько таких вот бросков она берет бумажку в зубы и несет ее к мисочке с водой. Держит бумажку в зубах над мисочкой, а потом несет ее нам. Это повторяется несколько раз, а затем она снова подходит к миске и уже опускает бумажку в воду. Смачивает ее и приносит нам уже мокрую. Кто-нибудь может объяснить, почему она так делает? В плане еды она у нас кушает практически все. Правда, кроме любого магазинного корма. Вместо этого мы покупаем и даем ей вареную рыбку, куриное мясо, творог и некоторые вареные колбаски. А еще она очень любит крабовые палочки. У тебя голос появился, Сонь? Да ты что? Крабовые палочки увидели. Глазированные сырки. И даже однажды с удовольствием кушала булочку. В общем, практически все то, что кушаем мы сами. Соня сама по себе очень маленькая, миниатюрная кошечка. Особенно на фоне Дуни выглядит как котенок. Но кроме позитивных новостей, у нас есть и неприятные. Еще в детстве, во время игр, Соня иногда подворачивала лапку. Также это могло произойти от неудачных приземлений во время прыжков с кровати или дивана. Потом несколько дней спала и практически не вставала. Мы не снимали ее на видео, когда она хромала, да и не нужно это показывать. По словам ветеринара, у нее очень хрупкие косточки. И все из-за того, что котенок был выращен без кошки, в искусственных условиях, и поэтому не получал всех необходимых витаминов, которые содержатся в натуральном кошачьем молоке. Это самый популярный недуг среди всех животных, которые были выращены искусственно. Но нас успокоили тем, что это не страшно и все можно исправить. Мы купили кучу лекарств и специальных витаминов, которые давали ей в дальнейшем. Некоторые витамины продолжаем добавлять в еду всем нашим животным, как рекомендуют специалисты. Зато теперь все позади. Соня чувствует себя прекрасно, как ни в чем не бывало. Они по-прежнему носятся с Дуней друг за другом по квартире. 24 часа, 7 дней в неделю, без выходных и праздников.
Так что, ребятки, обязательно уточните у ветеринара, на каком месяце какие витамины и в каких количествах необходимо давать своим питомцам. Особенно, если столкнетесь с такой же ситуацией, когда нужно брать все в свои руки и самостоятельно выращивать животинку. Но мы с вами не будем грустить, ведь впереди нас ждет много добрых и позитивных дел. Помните об этом. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, хочется еще много-много раз сказать большое спасибо всем, кто помогает бездомным животным. Всем, кто не проходит мимо чужой беды и хоть чем-то помогает тем, кто нуждается в помощи. Делайте добрые дела, и тогда наш мир будет становиться лучше. Ну а пока вы не закрыли это видео, я хочу, чтобы вы мне пообещали, что будете чаще улыбаться и меньше грустить. Огромное спасибо вам за все теплые слова, которые вы писали нам под прошлыми роликами. Нам безумно приятно. Вы самые-самые лучшие.